Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», и сегодня мое видео для свекровей. Мы сегодня будем говорить о стервах-невестках, способах их нейтрализации, чтобы они не отравляли жизнь ни вам, ни вашему сыну и не превращали вашу семью в ад кошмарный. Да, к сожалению, не только так бывает, что свекровям не везет, вернее, что невесткам не везет со свекровью, что свекрови вмешиваются в семейную жизнь, но иногда бывают и невестки такие, что, упаси Господи, лучше бы пронесло мимо, но не пронесло, зацепилось. И что делать, если вы вот такая свекровь, добрая, внимательная, заботливая, которая хочет добра своему сыну, хочет добра его семье, но попалась вот такая вот сучка-невестка, которая пьет кровь у вас, рассказывает, как жить вам, как жить вашему сыну, построила всех и заставляет ходить строем и действовать исключительно по расписанию, которое предлагает она. Такое бывает. Не всегда, но бывает. Первое, что вы должны понимать четко, ваша невестка – это женщина, которую выбрал ваш сын. И если она ведет себя вот настолько пренебрежительно, а сын молчит и с ней соглашается, это значит, ваша невестка реализует те паттерны поведения, которые ваш сын очень сильно хотел сделать или хотел бы так поступать по отношению к вам, но он не может. Любовь к вам или ваш авторитет для него намного выше. И он это очень сильно подавлял в себе. А своей жене он позволяет и мириться с этим, и не вступается за вас, потому что он считает, что это норма. И вот здесь очень много мам, таких повзрослевших сыновей, попавших под пятку к своей жене, они начинают пытаться воевать со своей невесткой. И вот это в корне неправильная позиция, как и вторая позиция, которую занимают свекрови, они начинают максимально прогибаться под эту сучку, пытаясь ей угодить изо всех сил. Авось я этому монстру угожу, и меня пожалеют, а тоже я такая. Обычно вот угождать пытаются мамы, которые чувствуют свою позицию достаточно ущербной. Либо мамы, которых привезли в город с периферии, либо мамы, которые растили своего сына в одиночку и жили небогато, а она вот вся из себя такая вот успешная, статусная, властная или просто с деньгами, непонятно откуда взятыми, и с луженой глоткой, и она главная, она всем рассказывает, что как делать. Так вот, не та позиция и не та позиция не являются правильными. Позиция другая вас спасет. Если ваш сын выбрал эту женщину, отойдите на 2 шага дальше от них. То есть не приближайтесь к ним, не старайтесь им угодить. У вас должна появиться срочно своя жизнь, свои дела, свои какие-то увлечения, свои интересы, свои планы. У вас должно что-то появиться, вы должны о ком-то начать заботиться за пределами вашей семьи. Даже если там есть внуки, вы имеете полное право отказаться смотреть за своими внуками. И пусть ваша невестка решает по своему усмотрению и по усмотрению своей луженой глотки или своего дерьмового характера вопросы, кто будет смотреть за детьми. Это будут ее проблемы, потому что это дети, которых она родила в браке с вашим сыном. Пусть она и разбирается. А вы будете заниматься своей жизнью. Очень часто мамы взрослых детей, мамы взрослых сыновей боятся этого, потому что как же так, я начну о ком-то заботиться, а у меня же есть вот мой сын, мои внуки, и я им должна. Вы не должны никому. Вы не должны никому. Вы можете по своему согласию, по своему желанию посмотреть за своими внуками, но не обязаны. Вы точно так же имеете право сказать «нет», плюнуть на все и пойти в парк и сесть вот в таком же парке, где мы сейчас снимаем. Вы можете пойти, сесть на лавочку и читать книжечку. Или просто улыбаться людям, которые будут проходить мимо вас. А можете устроиться к кому-нибудь няней, которая будет гулять с другими внуками. А эти деньги откладывать там себе на жизнь, чтобы вы себя чувствовали комфортно в помощь своей пенсии. И когда вы понимаете, что у вас может быть жизнь за пределами семьи своего сына, вы себя чувствовать начинаете более независимо, более комфортно. А у вашего сына появляется возможность наконец-то увидеть, с каким монстром он живет. И уже он будет решать, кто ему ближе, мама или жена, как он будет строить отношения с женой и с мамой, как он будет этих двух женщин, которые для него важны, сводить вместе для того, чтобы не лишаться внимания и подпитки от одной и от другой.
И вот если вы проявите такую нормальную, хорошую женскую мудрость, просто отойдете на пару шагов назад. Лучше приходить, когда вас зовут, тогда вы будете желанной. И если вы уделите в своей жизни больше внимания, у вас появится больше интересов, больше радости, больше чего-то нового и разнообразного, что наполнит вашу жизнь новым смыслом. И тогда вы уже не будете доживать до смерти, а тогда вы будете радоваться каждому своему дню. Поверьте мне, вам понравится такая жизнь. С вами была Алла Касаткина, и это было одно из видео из серии «Шоковая терапия для семейной жизни». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну и до встречи в новых видео. Будут вопросы, захотите что-то откомментировать, пишите под этим видео. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока, мои ласточки.